Narayan, 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 Narayan. Se uje vaparike naverna se uje. Radhe Radhe. Человек, мир родили как человек. Это очень ценная жизнь есть. Радhe Radhe. The life of a human being is a very precious life. Человек жизни, когда огромный милость Бог есть на душе, то рождает и получает человеческие тела. 100 человек совершенствовал. Радhe Radhe. When a soul is blessed by God due to its good deeds, it gets birth in a human form. Животные не может духовно совершенствовать. Дерево не может духовно совершенствовать. Понимаете, да? Любой другой, который, кроме человека, мы посматриваем, они не могут духовно совершенствовать, мы можем. Человек может всегда совершенствовать духовно. It would be tough for an animal or a plant or a tree to have spiritual progress in their lives. But in our case, in case of a human being, it is very much possible to spiritually progress. Духовное совершенствовать бы очень хорошо понимаете, что как нужно в своей жизни жить хорошо, понимаете, да? Красиво жить, хорошо жить, и спокойно, радостно в своей жизни жить. Радhe Radhe. What is spiritual progress? Spiritual progress is living your life happily. И когда мы будем из мир уйти из этого мира, понимаете, да? То без груз, без какой-то беспокойства, понимаете, да? Один день всех бывает, когда всех конец бывает один день, Радhe Radhe. То также жизнь очень хорошо жить своей, очень красивый. И когда уйти из этого мира, то тоже очень спокойно. Это духовное совершенствование. The other true essence of spiritual progress is living your life in the most beautiful way possible. And when you leave this world, you should try to leave all the burdens and worries behind in this world, because the soul is free. And if life is lived beautifully, then there are no worries and no burdens. Простом слово это я вам и сказал, Радhe Radhe. I've told you in simple terminology. Мир, когда мы живем, есть большинство людей, которые мирский радость, мирский прогресс, понимаете, да? Материальный прогресс хочет в своей жизни. Радhe Radhe. There are people in this world for whom material and worldly progress is of utmost importance. Я так думаю, что это неплохо, это тоже хорошо. I don't consider this to be a bad thing. Но что плохо, когда человек материальный прогресс делает, когда мирский прогресс делает, то когда совсем забывает про свой внутренний прогресс, это нехорошо. What is bad is when a person on the path of material progress forgets the inner progress, or you can say spiritual progress, then that isn't very good. Понимаете, да? Когда человек полностью погружается в материальный мир и забывает про свой внутренний мир, понимаете, Радhe Radhe. When a person is fully engrossed in the material world and forgets about his inner world. Почему внутри мира это что есть? Наша душа, ум, разум, это все у нас внутри мира есть, понимаете, да? Нужно там тоже порядок, Радhe Radhe. And what is our inner world? Our inner world is our consciousness, our mind, our soul, and that thing should also be organized. И я не могу говорить, что 100% человек такой есть, большинство, больше человек есть.
который все время ее ум думает о материальный мир. Понимаете, да? Даже я не могу говорить прогресс, думает про материальный мир. Понимаете, да? Больше, внешний мир думает. Радhe-радhe. And I can't say that there are 100% of people who are engrossed in the material progress, and I can't even say progress. Let us be honest and just say that 90% or majority of the people are engrossed in just the material world, not the material progress even. Потому что прогресс то любое место хорошо. Понимаете, да? В материальном мире, если прогресс, то хорошо. Но все время думать и только с это так погрузить, что человек свой внутри и спокойство потерял. Это не хорошо для духовного совершенствования. Progress is good in any possible way, but when a person is engrossed in the material world and the material world causes him only worries and burdens, then this isn't very good. Я вам говорил раньше, что когда мы думаем про материальный мир, когда мы работаем в материальном мире, то мы разряжаем нас батареи, аккумулятор, да? Радhe-радhe. И когда мы думаем про свой внутренний мир, понимаете, когда мы, то нас аккумулятор заряжается, радhe-радhe. I have always told you an interesting thing that when you live in the material world and perform your material deeds, your battery, or you can say the charger, gets low or down. But as soon as you try to concentrate on your inner world, your mind, consciousness and soul, your battery starts charging. То когда неправильно внутри сила не будет, радhe-радhe, который всех источник есть, понимаете? И там будет слабости, там будет славы, то в мире потом работать тоже тяжело бывает, понимаете, радhe-радhe. Человек не может в хорошем состоянии работать, делать. Не может в хорошем состоянии даже в материальном мире прогресс тоже делать. Или там какой-то работа хорошо выполнит, радhe-радhe. It would be tough for any person to have even the least of material progress if he has got no inner strength and no inner calm. Есть еще человек, который думает всегда про свой внутренний мир тоже, радhe-радhe. Всегда хочет духовное совершенствовать, понимаете, да? Но лучше было, если для любой, который в материальном мире человек живет и там работает, и прогресс свой делает, и хорошо. Но вместе с этим еще не завоевал про свой духовное совершенствование и духовный прогресс. Это для человека самый лучший. Что в материальном мире тоже работал и прогресс делал, и про духовный прогресс тоже не забыл, для этого тоже постарал и всегда духовный тоже совершенствовал. Радhe-радhe. In this world, if majority of the people are engrossed in the material world, but there are still people who have shown keen interest towards the spiritual progress. And I'm telling you once again that only on the path of spiritual progress can you live your life happily, and when you leave this life, you will leave it without worries and without burdens. Но что бывает? Человек, который очень сильно в материальный мир погружен и думает только про внешний мир, не все человек сразу начинает думать про духовность, понимаете, да? Не думает, потому что это очень большой материальный мир, и внешний мир это очень большой иллюзия есть. Там как больше думает, как больше делает, там же больше погружает, еще нравится, еще больше, и человек больше и больше на этом погружает, понимаете, радhe-радhe. Не сразу начинает думать про духовность, про Бог, не сразу думает, радhe-радhe. But what happens exactly is that when a person is engrossed in the material living, he concentrates only on the outer world, and the outer world being an illusion, he actually always forgets about an inner world that exists inside him. Когда думает такой человек, когда его жизни какой-то проблема, трудности, понимаете, да? Какой-то сложности, когда все хорошо на материальном и внешнем мире ее, то мало человек, который
вместо этого духовный прогресс думает, понимаете, да? Но когда какой-то сложности, трудности, понимаете, то сразу человек внутри себя идет, понимаете, начинает думать про Бога, про духовность, понимаете, да? Внутри человек идет и что-то начинает думать духовно, ради. When the illusion looks beautiful, a person doesn't usually care about spiritual progress. But as soon as he faces certain problems, he starts reminding himself that there is an inner world actually, and he starts getting deep and deep into this, into his inside world of the soul, mind, and consciousness. Но один момент только нам нужно думать. Почему человек, когда трудности, сложности и проблемы, тогда только Бог помнит. Тогда только про внутренний свой мир понимает или помнит. Про духовный совершенство. Когда все хорошо, почему большинство не понимает? Рада. Почему не помнит? But the question I am putting forth is, why does a person remember God only when he faces problem in the material world? Why is it when he lives a normal, happy life? Why can't he remember about his inner world, about his soul, about his mind and about his consciousness? Почему это значит трудности тоже хорошо? Понимаете, да? Сложности тоже хорошо. Что на этом момент человек ближе к Богу, понимаете, да, идет. Начинает думать про духовности, начинает думать про Бога, понимаете. Поэтому, когда мы говорим, что нам трудности плохо, то будем думать, что трудности это хорошо, потому что это время мы начинаем понимать, которые самые главные вещи, которые самые ценные вещи нашей жизни, и которые нас потом делают ближе к себе, ближе к Богу, Бог, который внутри нас есть. Рады. But then, are problems really such a bad thing? If these problems help us to remember God and to move on our spiritual path, then these problems are actually a blessing from above. Но мне это не хочется такой, что, например, человечество тогда только помнил Бог, когда трудности, сложности. Понимаете, да? Я вам говорил, один святой говорил, что когда хорошо все, то не мало людей, которые помнят Бога. Понимаете, да? Когда все хорошо. И когда трудности, то все начинают помнить, большинство начинает помнить. Понимаете, да? И когда хорошо, и тогда тоже будет помнить, то плохое время не будет. Рад. But I don't want you people to face problems, and I really don't understand why is it so that humanity starts remembering God only when it starts facing problems. There was a saint who told once that when everything in life is good and you don't remember God, then ultimately after some time there will be problems and you will remember God during problems. But if your life is happy, abundant, and you still remember God, then you will never have such problems. Когда все у вас рада, все хорошо, понимаете, да? Есть жить, кушать, одеваться, вы прогресс делаете на материальном мире. И все равно вы не живете про Бога, понимаете, да? Все равно вы совершенствуете, молитва делаете, помните Бог, то трудности не будет. Это такой, говорит святой, рад. The saint says that if you have a place to live, you have got food to eat, you have water to drink, and you still and you are progressing materially, and you still remember God, then you will never have a lack of all these things, and you will never face problems. И я думаю, что правильно говорит. Это его фраза очень хорошая фраза, очень красивая фраза есть. Потому что я тоже, когда с людьми встречаю, вижу, понимаю, то думаю, вижу, что когда все хорошо, то чуть-чуть лень начинается. Со стороны духовного совершенствования, духовной практики, понимаете, да? Человек начинает постепенно лениться. Рад. And I totally agree with this saying, because I have seen in my own practice when I meet people that when everything in life is pretty much good, people become lazy and they just don't have time for spiritual progress. И когда трудности, то сразу уже начинает думать, как нужно это трудности решить, понимаете, да? И сначала со своей силой постарает,
понимаете, да? Ну, у человека сила есть лимитный, безлимитный нет, понимаете, да? Лимитный есть несколько гигабайт, понимаете? То поэтому это будет заканчивать. А если сила всегда что безлимитный был и всегда постоянно работал, то нужно с большой силой нужно соединиться, подключиться. Раде-раде. The logic over here is that when you face problems in the material world and you use your worldly strength or the outer strength to solve these problems, then this outer strength has a limit to it, and at a point of time you will lack in that outer strength. But if you connect yourself to your inner strength, then there will be no lack of strength, and you will be facing your problems and solving those problems much faster and much effectively. Потому что жизни один период придет, когда всех нужно идти внутри себя, понимаете, да? Кто-то на малый возраст, кто-то на больший возраст, кто-то на какой-то ситуации жизни, другой ситуации жизни, но всем нужно идти один день внутри, приходится идти и хочется понимать смысл жизни, для что человек родил, что это, всех свои понимания есть в Боге, но любой, который понимание есть, по этому пониманию начинает человек думать про духовность, про Бог. Раде-раде. Everyone in this world has their own understanding of spirituality, their own understanding of God, but in everyone's lives there will be a period, or there was a period, when they went inside their inner world and started asking questions to themselves. From where did the universe originate? From where did they come? What is soul? What is mind? And what is consciousness? Потому что человек, когда будет человек, много человек, когда думает, что Бог, то много человек такое представление есть, что какая-то скульптура, картинка, икон, понимаете, да, такой только Бог, понимаете, да, раде-раде. Бог – это очень большой энергия, да, сила, свет, который внутри скульптура тоже есть, внутри картинка тоже есть, внутри дерева тоже есть, внутри камень тоже есть, внутри река тоже есть, внутри каждой частичка его энергия есть. Это Бог. Сами большой и сами сильный. Раде-раде. Usually when you discuss God in the outer world, the people who are engrossed in the material living usually imagine a physical form of God, a painting, a statue, etc. But what is God in reality? In reality, God is a form of energy that is present in every statue, in every painting, in every tree, in every living being, and this energy is one cosmic universal energy that exists in everything and everywhere. И эта же энергия, сила у нас тоже присутствует, как наша душа, да, раде-раде. И мы, нас самый главный цель есть эта жизнь познать себя, понимаете, да? Что мы неразделимы часть этого сила, понимаете, да, Бога. Мы все его частичка, раде-раде. Это только человек может понимать, и нам для этого нужно всегда постараться через молитву, через медитацию, через духовную практику, через совершенствование духовное, через знания, но точно нужно постараться для этого, раде-раде. Inside all of us, this godly energy is present in the form of our souls. And the sole purpose of our lives is to understand this fact, to comprehend this fact, and to move forward on our spiritual journey, knowing that we are not just a physical form, but there is a soul, and that is the energy of God that exists inside us. И физически Бог то для всех может понимаете, раде-раде. Какой образ есть, какой там есть человек внутри любовь, внутри вера, понимаете, да? Человек, что сами святой, когда помнит у него все внутри хорошо, и это дает ее сила, ее энергии на жизни дальше двигаться, и делать прогресс, и жить хорошо, понимаете, да? Это ее Бог есть, раде-раде. But then we should not forget that if God is energy, then energy can transform itself to any form. And basically, the form that brings certain feelings to a person, good feelings to a person, then that form is God for that person. And he doesn't need any other God, and he feels good when he thinks of that form. Понимаете, да? Кто для его делает, делал много, делает, понимаете, да? Который его любит, эта душа тоже его любит, понимаете, да? Это, который связь есть, и это его сила, которая дает внутри.
Понимаете, да? Эта сила его всегда помогает делать жизни, жить жизни спокойно и делать на своей жизни прогресс. Рады. A person can have spiritual progress and not just spiritual progress, but progress in his life only when there is a link between him and the other people around him in the form of love. When there is this link of love, then a person can 100% move forward on his spiritual path. Но мир, который мы живем, всех свой есть понимание по поводу Бога, понимаете, рады. Всех свой есть путь, все свой по-своему понимает, как нужно его совершенствовать, понимаете, рады. Как его, но главное, что совершенствовать, это думает, понимаете, рады. In this world, everyone has their own opinions about God, about spiritual progress, about their spiritual path. But the key word here is progress, because everyone should, in the end, think about progress. Остановить человек не может. Или мир живет, мирском работа делает, понимаете, да? Или духовное совершенство делает. Остановить то совсем неправильно, понимаете, да? Всегда движение нужно, двигаться дальше. Рад. A person cannot stop conducting his worldly affairs. Stopping his worldly affairs would be the biggest mistake, because motion is the law of nature. В мире нет никаких трудностей и сложностей. Какой-то проблема, которая выше, чем вас вера. Понимаете, да? Выше, чем вас вера, вас любовь. Нет никаких проблем. У проблемы, у сложностей и трудностей нет такой рост. Понимаете? Они не такой большой, чем вас вера. Вера очень сильный внутри, понимаете, да? И когда внутри сила, очень человек верит, когда человек есть внутри любовь божественная, то я не думаю, что какой-то проблема его может не решить. Все проблема будет решить, и сложности будет закончить, и человек будет дальше двигаться. There are no such problems and hurdles in our life that cannot be solved and that are bigger than our faith in ourselves and our love towards each other. So I have total faith in the fact that if a person has faith in himself and he has love for himself and for other living beings, then there will be no problem or no hurdle that he cannot solve. Человек, когда начинает остановиться постоянно, когда человек думает, о, все, устал, понимаете, да? Не могу дальше двигаться, понимаете, потому что какой-то вес его мешает, трудности, сложности, понимаете. Какое-то такое внутри состояние у человека приходит, когда человек думает, я не могу дальше двигаться, понимаете. Это для нас не очень хорошее состояние, понимаете, рад. Потому что остановка не хорошо, движение всегда хорошо. Жизнь есть, то нам не будем двигаться. Понимаете, да? И трудности есть, будем разбираться. Понимаете, да? Сложности есть, будем пригаться его. Рад. When does a person get tired of moving forward? A person gets tired of moving forward when he faces problems, but stopping in itself is one of the biggest mistakes that a person can make, because, as I already told, motion is the law of nature. And motion means moving forward on your spiritual path, and when you see a problem or you see a hurdle, the only thing you should do is try and solve it with full faith in yourself. That's the most important thing. Понимаете, да, рад. Что это же время, когда такой момент на жизни приходит, то есть очень большой, сколько вы вера у вас есть, понимаете, да, экзамен можете говорить вера, понимаете, да, экзамен вас бхакти к Богу. Это его экзамен. Почему? Потому что трудностей нет ничего, они не могут, любой трудности мы можем думать, который может сильная сила Бога, не может. Понимаете, рад. Любой сложности жизни не может сильная сила Бога, понимаете, рад. Поэтому мы, если говорим, что мы верим в Бога, то как раз на этом момент есть у нас проверка нашей веры, понимаете, рад. Problems are nothing but a test of our faith in ourselves and God, and the test of our devotion towards God. And therefore I'm telling you again that there are no problems that cannot be solved,
without true devotion towards God and with faith in ourselves. И все, что есть, когда мы своей жизни живем, то для человека там крепчит свою веру, человек, что всегда чувствовал Бог внутри себя, всегда с ним связь чувствовал. Для этого есть разных духовных практик, молитва есть человек делает, который ее очень хорошо помогает на совершенствование, понимаете, да? Но кроме этого есть еще один большой вещь, который не нужно делать, который на сатсанг постоянно я напоминаю, что постоянно работа над собой. Рады. There are many forms of prayers, many forms of devotion in this world in order to move forward on your spiritual path. But there is one thing that you should not forget, and I have told about this thing many times, that is working on yourself in order to move forward. Если человек по какой-то дороге был, который дороги не был его легче, который по дороге был или который урок получил, если от этого не учил человек, понимаете, да? Если от этого урок не получил и дальше потом его не совершенствовал, то потом неправильно, рады, понимаете, да? Если человек знает, что у меня внутри есть такое качество или такой мой какой-то характер есть что-то, который мне нужно, мешает мне делать прогресс, или мне спокойно жить мешает, понимаете, мне гармонично жить мешает, мне хорошо жить мешает. И если человек на этом не работает, понимаете, да, то для этого только сам человек может постараться и на этом работать, это негатив свой совсем убирать и дальше двигаться в своей жизни, понимаете, рады. When a person walks a rocky path and doesn't learn a lesson that you shouldn't walk basically on rocks, then this person, it would be really tough for him to understand what actually his spiritual path is and how to move forward on that path. What I'm trying to say is that there can be an aspect of his nature, of his character, that is, for example, a big hurdle for him in moving forward on his spiritual journey. And until and unless he solves this thing or he exterminates these things from himself, then he wouldn't be able to live in harmony with the surrounding nature and in harmony with himself, basically. Когда вы медитация делаете, когда вы даже не медитация, внутри только вы думаете, человек думает о себе, то человек очень хорошо может понимать, какое его качество мешает его спокойно жить, где его нужно работать, сам может начинать думать. Даже лучше, чем себе, его никто не может говорить, понимаете, да? Когда внутри будет сосредоточиться и в своей жизни будет посмотреть, сколько жил, понимаете, да? Как что ситуация была, как все когда был, и как человек это время поступил, делал, как на всех ситуациях, которые есть, какое его качество тогда мешал, какой помогал, это все человек сам себе может разбирать, понимаете, рад. И будет понимать дальше ее еще на какой момент, какой точка ее нужно работать и совершенствовать. Сам очень хорошо человек, когда будет внутри, будет это понимать, рад. When a person truly meditates in the most correct form, then he himself or she herself can understand their own problems better than anyone else would tell them and tell them maybe even to solve those problems. Person might have certain traits. Those certain traits are the traits that he knows better than anyone else. And in true meditation, when he sits down and tries to dwell on his life situations that he faced in this life, he flips all the situations in his mind, he will certainly find a key to unlocking the doors towards moving forward on the spiritual path. У кого есть гнев, человек понимает, что у меня, когда гнев поднимается, я не могу контролировать. Да, человек думает. И потом момент еще раз приходит на жизнь, и еще раз не может контролировать, гнев поднимается. То эта работа есть, его своя работа. Это придется, этот человек так нужно совершенствовать, что когда момент приходит,
то может полностью контролироваться и спокойно быть. Тогда это человек уже совершенствовал. Тогда можно думать, что да, человек уже на это свой, который один негатив, весе был негатив, качество был у него. Человек это очень хорошо побеждал, и у него сейчас это нет. Понимаете, это ради. Но это не простая работа. Для этого нужно каждый раз, когда это будет подниматься, нужно внимательно посмотреть и сразу его контролировать. Это есть духовное совершенствование. Ради. For example, if you take a trait like anger, there is a person who gets angry on the most little things. For that person, spiritual progress would be to control that anger on certain moments when it is really tough for him to do so. Because that would be the real spiritual progress for that person who wants to control his anger. But that's not an easy thing. You have to be cautious. You have to do a lot of hard work. And only then would you be able to solve such kind of a problem. Это то несколько очень сильный негативный вещь, за который нужно нелегко его контролировать, понимаете, да? Там один гнев тоже есть. There are many more things that a person has to solve, many more things that a person has to fight, but one of these things is anger, and I have given you an example of anger. Но нескольких даже не простой вещи даже, более простой. Например, человек что-то нравится больше кушать. Понимаете, да? Ну, какой-то вещи. И человек знает, что из этого вещи, если я буду кушать, то мне для мой там желудок не это очень правильно, для моего здоровья не очень правильно. И все равно не может контролировать, когда это вещи будет перед него, то человек будет это кушать еще раз, больше будет кушать. Когда знает, что это буду кушать и будет портить мое здоровье, но не может контролировать, понимаете, да? Это тоже несовершенствование, ради. Когда человек знает, что это, когда я буду это кушать, и будет мне плохо, понимаете, и все равно кушает, и плохо есть потом, ради. Как тогда нет контроля, ради. Let's take a more simple example. Instead of anger, for example, a food item that a person loves to eat, and that food item isn't really good for his health. It is actually very bad for his health. But the person cannot resist that food item. He will eat that food item even if he knows that it would affect his health in a very bad way. And for such kind of a person, it wouldn't be at all a form of progress or working on himself until and unless he fights this thing. Это такой много вещей можно посмотреть. И это кто будет посмотреть? Человек сам будет посмотреть. Понимаете, да? Вы лучше знаете, у вас какой проблема со здоровьем. Вы лучше знаете, какой в жизни есть проблема, которая мне мешает. Понимаете, да? Вы лучше знаете, что мне нужно больше, какое знание, что мне нужно больше учить, что мне было спокойно и хорошо. Понимаете? Ради. То эта работа, когда вы сам делаете, это же самосовершенствование называется. Ради. Когда вы каждый свои вещи внешне плюс внутренне ремонтируете. Ради. Это ремонтная работа есть. Духовное совершенствование. Понимаете, это ради. Это тоже один вид ремонт есть. Мы квартира хотим, что у нас квартира хорошая была, мы ремонт делаем. Мы хотим, что еще что-то хорошее было, мы ее там починяем, все делаем, хорошо ремонт, понимаете, да? И это тело мы получили, и на этом теле сколько лет мы будем жить постоянно. Его тоже нужно ремонт. Его тоже нужно работать. Его тоже нужно посмотреть, что здоровье было хорошее, состояние было хорошее, что это хорошее состояние и хорошее здоровье я в своей жизни совершенствовал. Ради. So then, what is true spiritual progress and what is true work on yourself? It would be it is like repair. Repair station, and on this repair station you have a car that is basically your body, and you have to take care of your body also, of its health, that it is always kept in a good form, and you could effectively fight all the problems. But don't forget that you yourself
can only know better what problems should you face and how to face those problems, how to solve those problems. And when you stay true to your spiritual path and to your faith in yourself and God, then that is the only condition when you can solve those problems and repair yourself in the very true essence of it. Но такой человек очень может говорить, молодец, который вместе с материальный прогресс и всегда духовный тоже думает, понимаете, да, рада. Это то очень большой тоже милость Бог есть, то такой человек есть, который материальность есть, все прогресс есть, жизни Бог ее все дал, понимаете, да. И вместе с этим человек знает, что да, мне всегда нужно помнить Бог, это все его милость есть, и все благодаря его сила есть, понимаете, да. Есть благодарность у этого человека для Бога, понимаете, да, который его все дает, и никогда не забывает. Это то очень прекрасно, понимаете, да, в этой жизни. Когда обе есть вместе, рада. Когда человек не совсем там застревал, понимаете, да, не так погрузился, что главный забыл. Но это, я то посматриваю, что это мало такой пример бывает, рада. Не что не бывает, но мало, рада. A person would be truly extraordinary if living in the material world and progressing in his outer world, he never forgets about spirituality. If he doesn't forget about spirituality, then that truly would be an extraordinary person. But I, personally, it would be really tough for me to cite examples of such people. There are such people. There are people who understand this fact, but such people are a minority. И каждом возрасте свои совершенствования, понимаете, да? Иногда что бывает дисбаланс тоже. Родители, которые веси учили на 60 лет, понимаете, да? 60 лет, которые веси они познали, они хотят свой ребенок, это же что поладить сразу на 10 лет. Понимаете, да? Это хорошо. 10 лет его нужно играть, его нужно песни петь, его нужно гулять, его нужно учиться, его нужно... Be свои 60 возраст, который все поняли, вы хотите на ее 10 лет возраст все поладить сразу, вы сам то учили на 60 лет. Понимаете, да? И его все сразу хотите на 10 лет поладить. Это тоже дисбаланс будет. Рада. Now there is an interesting moment that we have to dwell upon. Where does the imbalance start to occur when we talk about working on ourselves and improving ourselves? For example, a family or parents who have accumulated their experiences, accumulated their knowledge over a period of 60 years, let's say grandparents, for example, and they want to put inside the mind and brains of their grandchildren who are only 10 years of age the whole knowledge and experience that they have accumulated over a time span of 60 years. Would that be correct? Please tell me. Because I personally feel that wouldn't be correct, and that wouldn't be right to put it all in one shot into the minds and brains of those 10-year-old children, the whole experience that you have accumulated in a time span of 60 years. Ви на этом возрасте можете. Ви это можете учить, что, который вы понимаете про духовность, про Бог, можете говорить, понимаете, да, когда есть ребенок хороший настроение, хочет слушать, понимаете, да, можете ценность жизни говорить, что его режим совсем такой был, как вас, и его все веси совсем на этом возрасте такой был. Иногда разных душа есть. Может быть, у какой-то душа совсем с малого возраста духовность просыпается, но это тоже редко, понимаете, да, рада. Но я говорю про большинство сейчас, понимаете, да. Но когда на этом возрасте вы ценность можете учить, важность его можете положить на его голову, понимаете, да. Но это не значит, что это 10 лет, 12 лет, 15 лет, у всех возраст свой роль есть, понимаете, да? Это человек, этом возраст должен дети жить, как дети живет, рада. Они дети будут жить, как взрослые, это будет тоже дисбаланс, рада. What I'm trying to say is that every age has its own progress. Every age has its own values, and in every age a person should move forward in a particular way that's different from the other age group. A 10-year-old child should live like a child. If we try to make an adult out of a
child who is just 10 years old, then that would really be a disbalancing factor. Но я не говорю про Прохлад, там Друв, понимаете, да? Это все редкие вещи, понимаете, да? Когда Друв, Прохлад, они с детства они учили, то им не понравилось очень. Когда они играли, то они тоже ситарам повторили, только свой ишт думали. Это другой, это редкий, это все бывает тоже, понимаете, да? И это очень много жизни хороших карм накопления, понимаете, да? Когда на их этом возраст уже такой просыпал у них духовные вещи, понимаете, духовные знания, духовные понимания. И они начинали с детства, что для меня Бог и Его имя, молитва это так важно, понимаете. Такой пример тоже есть, рады. Но я говорю сейчас про большинство детей, большинство про всех я говорю, рады. When I'm saying this, I'm talking about the majority of the children that live in this world, but I'm obviously not talking about such examples like Prahlada and Dhruva, who from a very young age were interested in spirituality, were interested in spiritual progress, no matter what the hurdles they faced in their lives. But the majority of the children that are living in this world shouldn't be facing this disbalancing factor when the adults try to transform them into adults and try to push their experience into their minds and brains. Далее, когда вы думаете о Боге и духовность, то это не Бог, то это сами святой вещи, понимаете? Это духовность, духовное совершенствование, это очень высокие святой вещи, которые, когда человек должен слушать это, то его радовать, понимаете? Внутри его нужно радость просыпаться, внутри его нужно спокойствие это время, хорошее состояние это время. Но вы это вещи не так начинаете другим говорить, что люди, когда про Бога и духовность слушали, начинали беспокоиться, понимаете, да? У них появилось, что это какой-то, такой вещи, который я не могу делать. Это то один естественный, нормальный вещи, который для всех человек есть, понимаете, да? Здесь ничего такого нет, что есть только для какой-то определенный человек и не может все. Самосовершенствование всем нужно заниматься. Своей жизни учить, жить хорошо, это всем нужно учиться, понимаете, да? Если мы каждый день кушаем и душ принимаем, то каждый день нам молиться и медитировать, это всем нужно нам учиться, понимаете? Это нормальные вещи. Это один естественный нормальный вещи, который человек с радостью должен делать, с хорошим состоянием нужно делать, понимаете, да, рады. Moving on the spiritual path, a person should remember that true spirituality for anyone would be something that makes that person happy. We shouldn't interpret spirituality and confuse in such a way that the other person is confused and understands it as something pretty much above his head and something that is pretty tough for him to imply in his practical life. Spirituality is a very natural thing because working on yourself, moving forward in your life, living happily, letting other people live happily is a pretty natural law, and it's the natural affair of things in our nature. So spirituality should be interpreted in a very simple way so that the other people understand it, and it is a really simple thing. Вот поэтому, когда человек, дети или человек, который начинает делать какое-то духовное совершенствование, его интересует какое-то знание, начале, если ему нужно так много правила говорить, то этот человек будет испугаться, будет думать, это что такое, это Бог, духовность, или когда человек Бог, вы когда про папа думаете, дома, когда вы были все дети, да, один раз, и когда думали мама, папа, то у нас не испугали, понимаете, не больше случаев, может быть, как кто-то пугал, понимаете, да, но большинство случаев, когда человек думал, понимаете, да, то думал, да, я могу свои вещи говорить свой папа, я могу говорить свои вещи мама, понимаете, да, я могу это говорить, но какой-то не был, что человек начинал волноваться или какой-то страх был, понимаете, да, то это то великий Отец Бог, понимаете. Когда человек про Бог будет помнить, то ему нужно сразу хорошее состояние. И все беспокойство нужно закончить, и все страх нужно закончить. Понимаете, да? Что я все, что хочу, могу на своей молитве от своей души его говорить, и
Сами лучше кто может мне помогать и свой милость давать, это Бог. Рады, понимаете, да? Это должен быть, понимаете, да? Один должен быть натуральный, естественный состояние. Рады. Его не нужно осложнить. Рады. Let's rewind our lives backwards to our childhood and try to remember what we used to think about our fathers and mothers. Were we scared when we used to think about them? Yes, there were people who were scared of their parents, but majority of the people felt love and happiness inside when they remembered their fathers and mothers. And this godly energy is the ultimate father or the ultimate preserver. And when you think about this ultimate father or preserver or ultimate mother, you shouldn't be scared, you should feel happiness, and only when you feel happy can you understand what truly God is. And with happiness there should also be love, and that love should be unconditional. Там сразу правила много нет. Правила и дисциплин тоже есть разница. Понимаете, да? Жизни человек себе будет, когда дисциплинировать, то для его будет хорошо. Понимаете, да? Для этого человек будет конкретно хорошо. Понимаете? Но на своей жизни мне нужно дисциплинировать, и мне много правил нужно соблюдать. Это про духовном без я говорю, понимаете? Только духовное совершенствование. Какой лучше будете думать? Мне нужно дисциплинировать. Понимаете, да? То легче. Учиться мне нужно. Правильно жить, себя дисциплинировать, понимаете, да? Это один этап есть, когда это хорошо. Понимаете, рад. Потому что, когда много правил будете погрузить, то потом будет начинать страх появляться. Понимаете, рад. Будет, и когда страх будет появляться, то вы будете далеко потом от который вы хотите получить и достигать, понимаете, да? То этот момент не очень на духовное совершенствование нужно. И для духовного себе дисциплинировать можно, понимаете? Это тоже сам человек может, потому что это полезно, это хорошо для его. Если для вас, для нас здоровье 2 кусочек хлеба нужно, и мы 5 кусаем, понимаете, да? То мы лучше его будем называть неправильно. Мы будем называть себя дисциплинировать. Почему? Потому что 2 кусочек, где правильно для нас здоровье. Хорошо, если мы 5 будем, то тяжело будет и потом не хорошо будет. Рад. You shouldn't force your rules and regulations on someone, and that too for a person who is a child on the path of spiritual progress. He shouldn't face this enforcement of rules and regulations on himself, because in spirituality there is a difference between rules, regulations, and discipline. Because discipline is something you do to live your life in the most possible correct way. And rules are something that are enforced on you and make you think that if you follow those rules, you are living your life in the best possible way according to the other person. For example, eating 2 loaves of bread is not a rule, it is a discipline, because if you eat more, your stomach wouldn't digest more than 2 loaves of bread, and that is why you eat them, you only eat 2 loaves of bread. That is discipline and not a rule that someone is enforcing on you. Вы будете говорить, человек, что человек, когда сидел, уже покусает и думает, мне есть диабет, я буду 1 ложка сахар кушать, понимаете, да? Это как, если человек себе принимал его, понимаете, да, как один жизненный дисциплин, понимаете, да? Его скажите, тебе нужно только 1 ложка, 2 ложка будешь кушать, ты будешь умирать. Правило такое. Сильный, очень такой говорит, что человек будет испугаться, понимаете, да? И все будет неправильно, понимаете, да? Поэтому это вещи тоже нужно по-своему принимать внутри человека, и сам себе это порядок нужно следить, и себе дисциплинировать на питание, на жизни, все, понимаете, да? Тогда будет хорошо. Но просто что мы это правило нужно соблюдать, это правило нужно соблюдать, это правило как закон получается, понимаете, да? Это лучше будет для вас, для нас свои совершенствования должен быть хороший дисциплин,
понимаете, да? Мы себе дисциплинировать должен, и это мы сам себе постепенно можем делать, и тогда тоже будет один другой этап на совершенствование, и жизнь хорошо будет. Рад. If a person is unable to follow rules, then he knows that not following the rules will give a bad result. And many rules give birth to a lot of fear. And fear takes you away from your inner world, it takes you away from God. For example, if someone has diabetes and you tell him that he has to, and he knows basically, you don't even tell him, he knows that he has to take 2 spoons of a medicine, and that would be good for his health. But there is another person who comes to him and tells him that if you eat like only 2 spoons or more than 2 spoons, then you'll be dead, for example. Then that would be enforcing your rules, your fake regulations on that person. And that kind of a person, it would be really tough for him to understand. He will basically see this medicine as something bad, not as something good. Similarly, on the path of spiritual progress, a person should love this path. He should be happy that he's progressing spiritually. No one should enforce rules on him. There should be discipline, yes, but there shouldn't be enforcement of rules and regulations on that person. Лучше, когда светит сам растет, понимаете, да? Сам потом просветается, да, рад. Тогда ее красота есть. Ее сильно уже время пришел, ты еще не все нормально, уже свети как просветал, ее со силой делает тебе, понимаете, да? Не будет, рад. Все по своей время будет, человек может только постараться, понимаете, да? Может над собой работать без беспокойства. И спокойно будет работать. И потом время, когда будет, то фрукты будет. Я вам говорил, что один раз нескольких обезьян пошли на сад манго. Когда манго сад был, да? И манго очень понравилось фрукты. Mango frukti im очень понравилось. Every flower should be grown in a way that it's easy for the flower to grow, and the flower should grow on its own. There is a story about a group of monkeys, a band of monkeys that once visited a mango grove, a garden with a lot of mango groves. И манго понравилось, они очень много на этом сад кусали. Понимаете, да? Все там кусали, потом они собрания делали. И сказали, что лучше мы тоже будем посадить один такой же манго сад. Понимаете, да? И у нас свои дерева будет, потому что там, когда мы были, то, который там охранник был, их уже избил тоже, там камень ударился, они сказали, и все равно их так понравилось, что они кусали. Понимаете, да? То они, что у них хороший будущий был. Понимаете, да? И на будущее они их никто не мешал, и они очень вкусный манго кусали. Они все собирали и говорили, что мы будем сам посадить дерево манго, понимаете, да? У нас дерево будет, и манго будет расти, и мы будем кусать, и нам никто ничего не будет мешать, и мы спокойно можем кусать, рад. So this band of monkeys really liked those mangoes, but they knew that it would be really tough for them to go there every day and eat those mangoes because the guards would throw stones at them. So they conducted a meeting and decided that from this day onwards we will plant our own mango groves and we will enjoy those mangoes, and those mangoes will be of our own. Потом они землю нашли, принесли оттуда ее семечки, посадить, которые манго посадили тоже, понимаете, да? Но все они делали правильно, понимаете, да? Но у них терпения не было. Then those monkeys found a piece of land, got the seeds of mangoes and planted those seeds. But the problem was that the trees were not growing on that land. Они там, нужно один раз вода положить, то они 5 раз вода положивают там, понимаете, да? Уходят без терпения. И каждый день они ждут, что уже сегодня будет дерево, и через неделю будет манго. Рада. Every day they used to water the mango. Instead of watering twice, they used to water it 5 times. They didn't know how the tree should grow because they didn't have patience. They only thought about the sweet mangoes. Но для манго растить нужно время,
понимаете, да, терпение, бремя, дерба нужно хорошо ухаживать, посмотреть, следить, то со временем будет большой дерба, и сладкий манго будет появляться. У них терпения не было. Они каждый день земля там убирает, посматривает, дерба почему нет, еще раз положивает, понимаете, да, еще раз посматривает, почему нет, понимаете. И у них очень внутри нехорошее состояние, рады. If you want to savor the sweet mangoes, you should have patience because mango tree takes time to grow. Those monkeys didn't know that. And because of their impatience, they actually made things even worse and they didn't taste the sweet mangoes. И когда терпение человек потеряет, и который человек очень результат хочет, понимаете, да, сильно, и когда терпения нет для этого тоже, понимаете, и когда это желание не выполняется, что бывает? Гнев бывает, понимаете, да. Потом они там нескольких время подождали, дерба не был, они это самочка убирали и выбрасывали, и сказали, все, у нас не будет манго, мы так же будем, как дальше кусали, и ничего не будет, понимаете, да. И у них манго никогда не растил потом, рад. When you wish to have something, like those monkeys wish to taste the sweet mangoes and grow them themselves, if impatience is a stick on that wheel of your wishes, then you wouldn't fulfill that wish due to your impatience. And then when you don't fulfill your wish, you get angry, and anger gives birth to other vices. And that is why patience is key in order to achieve any kind of progress. Понимаете, да, рады. И не, потому что все быстро нужно, понимаете, да, быстро нужно. Так, они вкус помнят, который сладкий манго, понимаете, да. И им это нужно быстро потом все, понимаете, и свои. И все свои посмотреть. Свои хорошие сладкие манго, понимаете, да? И для этого нужно терпение, спокойствие, все, которые действия это забили, понимаете, да? И потом на гнев уже понимал, и гнев, когда понимал, уже все разрушил, и у них тоже разрушил. Это неправильно, понимаете, да? Поэтому, когда мы путь совершенствования идете, когда в жизни мы живем, там разных ситуаций будет, хорошие, нехорошие, как мы хотим, как мы не хотим, понимаете, да? Нам нужно всегда быть спокойны, дальше двигаться, вместе с Богом, рады. Therefore, impatience is not the solution to our problems, and only through patience can we move forward on our spiritual path towards God. And those monkeys didn't know that, and that is why, due to their impatience, they just took those seeds, threw them away, and told themselves that from this day onwards again, we will do the same things we did before. We will we might have patience towards the stones that will be thrown at us, but we won't have patience in order to grow those mango trees. Поэтому постараться всегда с терпением любой жизни, который веси бы хотите достигать, сами первые, спокойно, терпение, понимаете, да? И даже маленькие вещи, когда человек хочет, сколько трудностей, сложностей, испытания бывает, понимаете, да? Еще чуть-чуть больше вещи вы хотите, то еще больше будет испытания, трудности, сложности. Еще больше вы хотите. И вы хотите себе познать и соединиться с Богом. Вы думаете, разных урок, разных испытаний, для этого нужно много знания. И для этого знания вам нужно идти через много процесс. Рад. In order to move forward on your path, in order to progress in your life, you should remember that there are two key things that you should follow. That is calmness, and the other thing is patience. Without these two things, it would be tough to achieve any kind of state of spiritual or material progress. And patience over here is the key, because everything takes time towards fruition. Рад. Я думаю, что вы все меня понимаете, да, рад. Вы меня сочувствие понимаете, да, с язык, мне тоже нужно совершенствовать в русском языке, понимаете, да, и когда я начинаю учить, хочу, что ее нужно совершенствовать, что-то такое бывает,
что потом там занят бывает потом голова, понимаете, рада. Но буду еще больше. И вы постарайтесь очень хорошо духовно совершенствовать, потому что любой язык, любое знание, любой предмет, так же, как сколько будете учиться, сколько больше будете учиться, сколько же больше еще знания будет и больше будете понимать, понимаете, рада. Также духовное совершенствование тоже. Сколько будете над собой работать, понимаете, да? Сколько же много будете чистить. И сами в конце хочу говорить, что для Бога достигать, для соединиться с Богом и Его всегда внутри себя чувствовать, много правила даже не нужно, только один вещь нужно. Внутри чистота, рада. The last things that I want to tell you, and very important things, are that the only thing you need to acquire God is inner discipline and inner purity. There are not much rules and regulations that would help you to achieve that state. The only thing that would help to achieve that state would be to have purity inside you. Когда внутри чистота будет, понимаете, да? И Бог сразу будет сидеть рядом, понимаете, да? Как у Прохлад был, да, друг, рада. Какой внутри чистота, когда внутри будет, то это время человек совсем не будет далеко от Бога, понимаете, да, рада. Нас всегда, который пил, грязь, все это, который возникает, это только далеко делает от Бога, рада. Внутри чистота, это самый важный вещь, есть соединение с Богом, рада. И все духовная практика, все духовное, потому что когда внутри очень чистый будет, то божественный любовь просыпается. И потом человек соединяет, познает себя, рада. И все разных, которые метод вы видите, все разных, которые путь видите, духовное совершенствование, все разных, которые процесс вы видите. Это все только для этого, что мы внутри чистили, и внутри нас божественный любовь просыпал, рада. Но для этого много работы делать нужно, понимаете, да? Всегда следить себя нужно, работать над собой, но результат это будет потом, рада. И после этого Бог не будет далеко, и мы его внутри себя можем чувствовать и понимать. И будем туда, он всегда сами ближе и рядом, рада. И свой, рада. We can fight the impurities inside us only through the light of God that is always eternally in our souls. If we are pure like Prahlada and Dhruva, who always were near to God, then there is no much need for certain practices, rules or regulations, because one thing that you should remember is that all those rules and all those spiritual practices, what they're trying to do is that they want us to be pure from inside, because the ultimate goal of all spiritual practices is to make our souls pure, because only in the pure state can we be close to God. And I have full faith that we all can reach this state and we all can understand the true essence of God. Radhe. Narayan. Radhe.